Всем привет, это Виталий Обухов, и в эфире телепередача «Лучшие монологи в органах». Сегодня я хотел бы поговорить про такую штуку. Каждый год в клубе органистов, каждые новогодние праздники мы предлагаем для новичков к разбору какую-нибудь простую мелодию для органа. В этом году это такая советская простенькая детская мелодия «Маленькой елочки холодной зимой». Там буквально 3 фразы, по-моему, 4 строчки. Вот, я думал уже сделать видеоразбор, может, этой мелодии, может, кому-то такой живой формат был бы, более понятен, что ли, чем текст и аудио. Но потом решил, что, в принципе, у меня тут еще более произвольный формат на канале, и можно сделать какой-нибудь такой влог, поговорить за жизнь, вообще, как мы до такой жизни дошли, что эти мелодии играем. Вот. А у Владимира Маркова, по-моему, на канале еще Джилл Харпер. Я и Игорь Дмитриев, мы давали такое импровизированное интервью в Ableton Pro. Вообще, про то, как мы начали играть, причем как мы сейчас играем. Всякое такое разное. Вот, и совсем коротко, то есть я начал в 2014 году вообще играть, познакомился вообще с варганом даже. Купил там желтенький варган Поткина, алтайца, купил домой, полгода что-то ходил, дергал там, накупил еще всяких разных там доромбов, мультромелей глазыренных. И потом за полгода это как-то так немного все поднадоело, я, значит, иду там по улице, опять что-то дергаю, типа... А у меня тогда как раз был сверчок, по-моему, глазыренным, они только появились. И на них, в отличие от многих других варганов, глазырина очень хорошо выделялись обертона на тот момент. И я как бы понял, что вот я что-то такое там внизу что-то дергаю, а там такие ступени, получается, что ниже брать я не могу звук, а выше звук уже следующий идет через какой-то такой интервал. Я и понял, что, в принципе, наверное, на варгане все звуки вот располагаются таким вот дискретным образом, что можно подзвучивать отдельные обертона хорошо только определенным образом. Как правило, их смешивать не очень получается. То есть можно, но получается каша. Вот. И мне стало интересно, в принципе, что с этим можно делать. Вот с этими отдельными ступенями, если так играть. Сходу я что-то там понапридумывал, что можно какие-то всякие там, даже на это, что ли, упражнения делать. Там, в принципе, они на Варганистру у Владимира на сайте похожие уже потом нашлись, что можно там всякие гаммы играть. То есть там придумал, что можно брать отдельно открытые, отдельно закрытые, как-то их там чередовать по-разному, нижние обертона брать, там, наоборот, высокие. Вот, но как бы все равно непонятно, что со всем этим делать. Потом я полез, по-моему, опять как раз-таки в этот клуб органистов, в обсуждение, нашел, что там есть простые мелодии для варгана, которые играть, в принципе, как бы большого труда не составляет, и это... довольно интересно, в принципе, что-то там научиться играть самому. Вот, а я до этого как бы музыкой не занимался от слова совсем. То есть я там пытался что-то там в свое время на акустической гитаре играть, но ни черта не понятно. С теорией музыки до сих пор мне ни черта не понятно. Вот, но мелодии я как-то играю. И, соответственно, когда с этим сталкиваешься, то есть вольно-невольно приходится какими-то базовыми понятиями разбираться. В принципе, наверное, сегодня я про это хотел бы поговорить. Вообще, как вот попытаться разобрать какую-то мелодию, если вы уже умеете. Тоже, точно так же, как я на варгане, какие-то ступени брать можете, но подальше
ничего не понятно. Вот, ну, что, на варгане вот типа вот, не знаю, типа такого тоже на соль там настроенный, просто потому что у большинства, наверное, уже эти варганы на соль есть, все на них учатся. Есть как бы опорная ступень, она же опорный обертон, она же, можно так сказать, варганная нота, если хотите. А вот, ну, берется он, в принципе, в расслабленном состоянии. Это все Владимира Юры в книжке написано, самого учителя. Довольно как бы, ну, надо его суметь найти, то есть. Ну, то есть вот я довольно так практически расслабленно дышу. Ну и, соответственно, от этого обертона выше строится там основная, так сказать, варганная октава там. Последний звук был из следующей октавы, с более высокой. Строится просто чередованием последовательным открытых-закрытых. Открываем-закрываем горло, чуть-чуть двигаем язык аккуратно, чуть-чуть изменяем форму ротовой полости. В принципе, можно эти обертона еще поискать. Есть программы, которые как раз раскладывают, значит, этот спектр звука и показывают, на какой частоте там, частота амплитуда, то есть АЧХ, по сути, рисует. Можно попытаться хотя бы поискать эти обертона по программке, а потом уже на слух их сделать более гармоничными. Вот, научиться выделять. Ну, соответственно, там есть звуки снизу, то есть вниз от опорного. Там буквально 3 звука, если вот брать какую-нибудь ноту соль, можно 4 там выбить, если очень хочется, 2 закрытых, 2 открытых. То есть понятно, что обертонов-то, ну, как бы вниз их конечное число, там, по-моему, 7-8 получается. А вверх бесконечное, но если играть на достаточно низком варгане, легче, конечно, будет брать вот эти более высокие обертона, потому что они очень плотно расположены. Ну, соответственно, то есть брать обертона — это как бы вот один навык, просто их извлекать, ну, уметь извлекать просто отдельные ступени. По сути, это нажимать кнопки на каком-нибудь рояле. Второй навык, которым как бы обычно варганисты, которые до этого музыкой не занимались, а музыканты им, естественно, владеют, это ритм. Вот, и если вы играете с вами как бы все еще как бы более-менее так получается, пока никто вас не послушает, то если вы будете играть с кем-то или, ну, какая-то все-таки необходимость будет играть ровно, то все это, конечно, развалится. Посему, собственно, вот там, метроном, например. Ну, то есть метроном-то абсолют такой, идеальный метр. Вот, можно, конечно, практиковаться с ним, там, ставить какой-нибудь небольшой ритм для начала и играть просто. Там, открытые, закрытые. Вот. Можно это делать более практически, как бы с наскоку. Ну, то есть прям, когда мелодию разбираете, включать метроном. Или, там, если на джемы ходите, тоже у вас другие музыканты более опытные будут управлять. Ну, то есть это в любом случае, короче, это придется делать. К сожалению, как бы слух он обманывает. Вот. Ну, третий навык, соответственно, это умение интонировать, то есть попадать в правильные звуки по высоте. Это на самом деле очень близко к перекладыванию, ну, на варгане, к перекладыванию с песни или насвистывания мелодии уже на варган. Там маленькой елочке холодно зимой. То есть такое мы что-то поем. Вот. Ну, то есть, в принципе, в народной музыке, мне кажется, довольно часто многие вещи идут от песни. На органе то, что еще Владимир говорил, можно их так шипеть, свистеть, эти звуки.
потому что это будет существенно более близко к тому, что вы делаете, когда вы играете эти отдельные ступени на органе. Вот. Ну, соответственно, это мелодия, по сути, получается, то есть составляющая мелодия. Если вы играете, например, с кем-то, еще на разные ноты почему-то, вот, там уже будет гармония, это когда появятся какие-то аккорды. Или если разные обертона берете вместе, или если поочередно как-то хитро играете. Ну да, как правило, сольно это изобразить все-таки сложнее. Ну и, допустим, ну, то есть вы вот таким вот вещам каким-то базовым научились. И дальше хотите какую-то мелодию снять. Как проще всего это сделать? Ну да, наверное, нужно исходить, что нужно как бы иметь для начала эту мелодию все-таки напеть, то, что вот я до этого делал. А дальше вы, в принципе, экспериментально пытаетесь хотя бы какие-то соответствующие ступени на варгане найти, и исходя из них уже, поскольку у вас, скорее всего, слух не абсолютный, а относительный, большинство людей может быть неплохой, вы, в принципе, должны суметь подбирать на варгане эти звуки. То есть там, если маленькую, ну, то есть, допустим, на примере той же елочки можно кое-что поугадывать, там, когда мы поем там «Маленькой елочки холодно зимой». То есть слышно, что вот первая вот эта фраза, которая длинная, там первый звук вроде как повыше двух одинаковых вторых, и дальше идет вот эта нисходящая гамма, то есть холодно зимой. Вот. Кроме вот такого как бы подбора на слух, то есть можете взять бумажку. Такое очень хорошее практическое упражнение. Берете бумажку, выписываете из того, что вы смогли точно подобрать открытые и закрытые. Довольно полезно. Вот, опять же, это вам поможет, когда вы будете дальше мелодию играть, по фразам разучивать, потому что большинству органистов достаточно знать, где открытые, где закрытые звуки. Если они знают мелодию, они смогут, в принципе, не ошибиться в ступенях чаще всего. Ну, можно и выписать, на самом деле, прям ступени точно, используя какую-нибудь нотацию, вроде той же табулатуры этой варганной. То есть, если совсем упрощенно нарисовать, можно сказать, что опорный обертон у нас будет там первым, да, допустим, у нас будет от 1 до 8 в основной октаве, выше октава у нас будет там двойка будет спереди нарисована, ниже будет нолик нарисован. Но это я так на ходу что-то придумал, есть как бы, что ли, более устоявшиеся системы записи, но я обычно использую, то есть, такую, то есть, цифры без префикса, с ноликом, с двоечкой, вот. Это очень хорошее упражнение. Поначалу, опять же, расписывать это, проверять. Ну и вот, допустим... да, еще вы можете взять по-хитрому, допустим, если это какая-то известная мелодия, можете найти прям к ней ноты для фортепиано и попробовать переложить эти, собственно, хроматические эти, значит, ноты на обертона, по сути, в органные ступени. Вот, в принципе, должно получиться достаточно точно, но это, опять же, если мелодия вообще позволяет себя, в принципе, перекладывать. Потому что с тем же Jingle Bells у нас недавно была история, что в втором куплете появляются обертона, точнее, обертона появляются ступени, которые как раз-таки на обертона не перекладываются, просто нельзя. Ну, физически таких обертонов не существует. То, в принципе, там будет некоторый градус фальши такой, но относительно узнаваемо можно сделать, если их там с пару обертонов нафальшивить. Так вот, что еще, допустим, в ту же елку, опять же, мы продолжаем разбирать, да, мы обнаружили, что там есть нисходящая гамма. На самом деле, если мы послушаем, ну, если мы либо пропоем, либо уже в органистном что-то сыграть такое готовое, мелодию,
замечаем, что вторая и четвертая строчка — это одна и та же фраза. Это раз. Это гамма, собственно, нисходящая. Дальше мы замечаем временные соотношения между нотами. Там, то есть там, допустим, мы замечаем, что вот первая ступень затухает в 2 раза больше, чем следующие 2. Можно опять же расставить, если все так просто с таймингами, можно их там позаписывать, порасставлять. Ну и, соответственно, дальше уже подбирайте как-то на слух. Если вы с кого-то снимаете, то, в принципе, там попроще, конечно, с готовой варганной мелодии существенно снимать, чем, скажем так, с незаписанной. Тут-то, в принципе, все относительно понятно. Вот если кто-то играет, можно играть попутно, пытаться подбирать эти звуки. Играть, допустим, отдельно открытый, отдельно закрытый, гамму играть, что-то такое. Я играю 1, 3, 5. И слышу, что вот этот 5 на самом деле с пятерки начинается. И слышу, что следующая ступень — это та же тройка. Так что там получится 5, 3, 3. После пятерки пауза идет. Вот. И дальше должна быть гамма, там нужно понять, в принципе, с какой ступени она идет. А на самом деле нам уже слышно, что она идет тоже с той же самой пятерки. Можно попробовать просто с пятерки вниз сыграть гамму. С 5 до 1 обертона играется. Потом пауза. Ну, соответственно, можно посчитать, что там 4 ступени, еще 1 ступень остается, и после 1 ступени пауза. Вот. А в следующей фразе сложно на самом деле. Ну, как бы сложно как с наскока усилить. Даже если, наверное... Ну, с варгана-то попроще. Вот если бы не с варгана снимать, там было бы сложнее. Ага, то есть в конце то же самое, да, рисунок 5-3-3. Вот, а что сначала? Ну, то есть там слышно, что там закрытый. Так-то, когда уже кто-то играет, в принципе, там понятно, да? Где закрытый, где открытый. Вот, ну какой, собственно, закрытый-то? Надо понять тоже, это довольно как бы нетривиально. Слышали, да? Я играю 2, 4, 6, вот как бы из гаммы выкинулся открытый, играю. Заканчивается как раз 6, и 6 видно, что это начинается. А что у нас там посередине? То есть там слышно 6, что-то открытое и 6. Это унисон на самом деле. Есть такое, как бы, в принципе, тоже распространенное упражнение. Опять же, вот если вы играете всякие там переборы на варгане, как раз играть вот эти штуки. То есть это первая ступень следующей варганной октавы, это то, что 21 обозначается. Так что получается 6, 21, 6, 5, 3, 3. И потом опять, в принципе, тоже самая нисходящая гамма. Целиком получается такое. Можно еще отключить вибрато. Это хорошая идея. Чтобы мелодия была, более понятна, то есть с ней будет легче снимать.
вибрато, но, конечно, немного смущает, скажем. Вот, можно включить метроном. 60 ударов в минуту, еще на 2 делится 120. Ну, то есть примерно так эти мелодии расписываются, записываются, снимаются. Вот. То есть для начала ее нужно научиться просто играть точно, без всяких украшательств. Потом можно уже играть украшательства. Украшательство — это вибрато, лиги, когда вы играете одну ступень, не одну ступень, несколько ступеней на один удар. Всякие стаккаты, прочие интересные вещи. Более того, тут же квадратный размер, как бы это все играется. Вот, не 6/8, не спрингары. На самом деле, как бы с этой мелодией довольно хорошо еще импровизировать, как раз вот наворотить это все. Можно, значит, даже постебаться и попробовать что-нибудь сыграть эдакое совсем странное. То есть рваный размер, который спрингар или спрингар, в принципе, перекладывается эта вещь. Ну, непонятно, конечно, зачем, но тем не менее, как упражнение полезно. Вот, в принципе, наверное, у меня все. То, что я хотел сегодня рассказать. Как бы, ну, то есть, опять же, смотрите, в клубе органистов появляется этот разбор этой мелодии, то есть открытые-закрытые. В конце, наверное, даже появится, табулатура. И примеры звучания отдельных фраз. А вот тут у меня такая, как бы, рассуждение вокруг да около. То есть просто хотелось поделиться опытом, наверное, что ли. Куда вообще смотреть, как вообще это снимать. Вот. Дальше, соответственно, можно, опять же, полезть в тот клуб органистов, либо посмотреть где-то в интернете, там, может, у меня даже что-то. Простые мелодии для начинающих, они будут похожи. Опять же, эти новогодние мелодии, всякое в лесу родилась елочка, там Jingle Bells, всякие простые совсем, если брать мелодии иностранные, там упрощенные версии Фангена, Рой Каптона, Пришпельман, подобные. Вот. А так, в принципе, все. Дальше начинаете там снимать с каких-то носителей и слушать попутно, если вы хотите действительно играть традиционную музыку органную, а если вы хотите что-то свое, если вы хотите что-то свое, наверное, там композиторством каким-то заниматься, все равно, конечно, хорошая идея послушать. Очень хорошая идея послушать других. Если вы хотите играть народную музыку, то это тоже необходимо слушать, смотреть. Вот. Поэтому слушайте хорошую музыку. Всем хороших выходных. Всем пока.